Какой эндуро-мотоцикл выбрать в 2021 году, если ты не новичок или еще только начинаешь свой путь в эндуро? Сегодня с вами, друзья, анализируем рынок вторичный и первичный. Проходимся по брендам. Мне очень важно ваше мнение, потому что, чтобы это не было просто, знаете, в формате монолога. Хочется какой-то диалог конкретно с вами, специалисты. Ребяточки, вы на канале Все в Эндуро. Сегодня все о эндуро. Пройдемся абсолютно по всем брендам, и мы, пожалуй, начинаем. Поэтому давайте сейчас вместе с вами, мне кажется, все-таки это правильно будет, начать с определений. Ну а перед тем, как начать, давайте вместе с вами сейчас дадим определение, что такое эндуро. Не то сухое слово, которое написано в Википедии, и то, наверное, которое многие обращаются, когда вообще узнают, что это за спорт. А что такое эндуро для людей, которые занимаются этим в России? Мы разделили парней на две категории. Первая категория – это парни, которые ищут спортивные амбиции в этом. Это полупрофессиональные гонщики, по крайней мере, они все так считают. Они четко, много уделяют времени этому, тренируются. Главное, держат всякие режимы и пытаются вот в этом расти. Собирают медали, ездят на гонки. Именно этих людей вы частенько видите в интернете, когда они делают всякие курвы, бросают мотики. Кстати, хочу вам порекомендовать хороший YouTube-канал, если вы вдруг на него не подписаны, это Hard Enduro.ru. Парни как раз относятся именно к этой категории, когда смотрят на эндуро-мотоцикл скорее с более спортивного ракурса. И есть вторая категория людей, которые скорее больше за фан, за путешествие, за возможность проезжать в недоступные места. Им не нужны вот эти спортивные амбиции, медали, они тоже участвуют в гонках, но скорее для того, чтобы в качестве тренировки повысить свой уровень и заехать дальше, больше и увидеть больше, почувствовать и прожить чуть больше, чем может это себе позволить обычный турист. И здесь важный момент, спортсмены. Для той и другой категории граждан, любящих эндуро, необходим примерно один и тот же набор навыков. Например, для спортсменов точно так же важен мотокросс и триальные всякие секции, как и для туристов. Мы не берем, конечно, туристов, которые ездят там в резиновых сапожках вокруг дачи, открывая газ по полю в полупьяном состоянии. Я так хотела доехать. Но это оказалось сложно. И здесь бы я поставил запятую. Каким бы талантливым бы человеком ты не был, научиться ездить на эндуро – это непросто. Это, знаешь, это не та история с Харлеем, когда купил дорогую игрушку, повесил на себя всякую красивую кожаную куртку и попер, и ты уже мотоциклист, байкер, путешественник, и всем тёлкам об этом рассказываешь. Нет, дорогой мой товарищ, это спортивная все-таки история. И здесь нужны навыки управления мотоциклом. Поэтому даже если ты талантлив, то 3-4 месяца ты будешь овощем, рюкзаком, который постоянно заваливает мотик, падает. 3 раза я придавила себе руку и ногу мотоциклом. 1 раз. А если ты не талантлив в этом и не имел до этого хорошей физической формы, то, вероятно, где-то год тебе придется помучиться. И в этот год, знаешь, главное не потерять мотивацию. Боже, я не думала, что это будет так сложно. Нельзя одним словом, как в Википедии, обозначить слово эндуро. Эндуро для всех разное. Это огромный океан эмоций, любви и красоты. Эндуро – это яйца, которые необходимо иметь. Случайных людей в эндуро не бывает. Это в первую очередь твой характер. Вот что такое эндуро. В феврале 59-го
Группа туристов-лыжников перестала выходить на связь. Все участники были найдены мертвыми. На их телах обнаружены признаки насильственной смерти. Никто не знает, что произошло на самом деле. Ну а теперь давай вместе с тобой повыбираем тебе твой первый, второй, третий, четвертый эндуро-мотоцикл. Расскажу тебе про бренды, расскажу, что это такое. Ну и, конечно же, сделаем это вместе. Кстати, напиши, пожалуйста, что для тебя значит слово эндуро. Насмотревшись романтических видео и красивых роликов на канале Все в эндуро, ты вдруг осознал, что пришла пора тебе тоже сесть на мотоцикл. Потому что красиво, потому что эмоционально, потому что тоже захотелось. Потому что надоело сидеть дома и хочется что-то для себя нового. Конечно же, ты не глупый человек, и в первую очередь ты открываешь Авито или Авто.ру и начинаешь анализировать рынок. И вдруг нарываешься на такую историю, как китайские мотоциклы. Вот сегодня это будет первая наша с вами часть про китайские мотики. Давай вместе сейчас с тобой разберем вообще, что сейчас происходит на китайском рынке. Если быть очень коротко и отбросить все эти интриги и прочее, потому что все-таки китайский рынок, он крайне заинтригован, так сказать, производителями. Они примерно продают одно и то же, но стараются получить какие-то конкурентные преимущества перед друг другом. Именно поэтому за последние 3 года они стрельнули по уровню и по качеству очень высоко. Знаете, сейчас мы очень часто встречаем мотоциклы китайские, которые частенько объезжают и австрийские мотоциклы на гонке. Настал тот момент, когда скорее уровень райдера зависит от того, на каком месте в гонке ты будешь. Мы тестировали огромное количество мотиков из Китая, и должен тебе сказать, что это все не так плохо, как это было 3 года назад. Жизнь поменялась, и сейчас, например, китайские компании чувствуют себе амбиции и выходят на рынок даже профессиональных мотокоманд. Но здесь очень важно понимать, для того, чтобы приезжать на тумбочки и вообще всячески ловко управлять этим мотоциклом, очень зависит от вашего уровня. Пока, конечно же, ваш уровень, вероятно, если вы новичок, ни о каких там высоких скиллах не идет речи. Но вам нужно об этом знать и думать, что количество энергии, потраченное на тот или иной элемент на китайском мотоцикле, гораздо выше, чем на австрийском или итальянском. И в этом ничего плохого нет. Ребята подняли качество своих мотиков, да. Остались исключения, которые, конечно, иногда ко мне прилетают в Инстаграм, и я вижу, даже иногда участвую в разборе всяких страшных историй, когда человек, покупая мотоцикл, нарывается на негатив от китайских производителей, ну и, конечно же, на разваливающийся мотик. Такое бывает, и отрицать это нельзя. Вы должны четко понимать, что при покупке китайского мотоцикла вы должны прикладывать к нему руки. Действительно, существует довольно высокий процент рекламации этих мотиков и неудачные случаи, когда они там ломаются и происходят всякие неприятные ситуации, когда вы покупаете новый мотик из коробки и вдруг что-то с ним не так. Вплоть там до мотора или еще что-то, подвеска вытекла, там много всяких факторов. Но сейчас такой рынок в 2021 году, когда все-таки производители крайне заинтересованы в клиенте, потому что рынок-то растет, значительно растет. И они довольно быстро решают, вплоть до замены мотоциклов, выбрать мотоцикл китайский и ездить на нем, и путешествовать в первые 50 моточасов, если вы новичок, вполне себе хорошая идея. Какой выбрать китайский мотоцикл и что в нем должно быть, и какой максимально стоит своих денег, есть сейчас огромное количество YouTube-каналов, например, Ром Курбатов делал большой выпуск про это, Андрей Ить постоянно на эту тему разговаривает, про китайские мотики, их же, кстати, обслуживают. И их каналы я бы порекомендовал для того, чтобы вы посмотрели, более детально как-то определили для себя, но я скажу вам очень важную вещь. Неважно, какой мотоцикл вы выберете, Avanti, Zoom, BSE, BRZ, выберите тот мотоцикл, на который есть запчасти. Вы новичок, и, вероятно, количество ваших падений будет огромное. И вот часто негатив идет именно со стороны, что китайские производители забывают покупать или привозить в Китай запчасти на свои мотоциклы. То есть они мотик купили, вам его продали, а как его дальше обслуживать и где брать запчасти, с этим есть огромные проблемы. Действительно, многие сейчас как-то налаживают эту логистику запчастей, но перед тем, как покупать мотик китайский, обратите внимание
есть ли у вашего дилера нужное количество запчастей, чтобы вам легко откатать 50-60 моточасов. Это важная информация. Переходим к ближайшему конкуренту, это японские мотоциклы. В нулевые, когда мы разговаривали про вообще эндуро-мотоцикл, мы говорили только про японский мотик. Тогда китайцев не было вообще. Японцы зарекомендовали себя очень качественными мотоциклами, крайне безгеморройными и хорошо едущими. Да, там не хард-эндуро, но софт-эндуро они катают отлично. Поэтому, когда вы покупаете свой бэушный японский мотоцикл, вы должны четко понимать, что на ваш бэушный японский мотоцикл с каждым годом все меньше и меньше и меньше и меньше запчастей. Да, он, может быть, не так сильно ломается, как китайцы. Да, в нем не надо столько прикладывать рук, как в китайцах. Но их эра уже уходит. И вы должны это понимать, что если вы сейчас приобретаете японский мотоцикл, то вероятность того, что вы найдете на него запчасти через несколько лет, крайне мала. Что касается новых японских мотоциклов, ребята, мы имеем отношение с компанией Yamaha, и многие друзья об этом знают мои. Звонят, просят и говорят: Васильевич, помоги, пожалуйста, найти японский мотик новый. В России это сделать фактически невозможно. Ну, как возможно, но очень сложно. Количество продаваемых в России японских мотоциклов, такие как Honda и Yamaha, ну, она очень мала. Есть очень удачные модели, такие как VR250 или YZ. Это мотоциклы, за которыми многие гоняются. И, кстати, и у некоторых получается их купить. Буквально пару слов про мотоцикл Yamaha VR. Это уникальный мотоцикл, и у него, наверное, там 3-4 предназначения в одном мотике. Вы можете гонять кросс, вы можете путешествовать на нем, вы можете ездить какие-то небольшие хардовые маршруты, вы можете даже на него поставить гусянку зимой гонять. И вот он такой везде хороший, но везде по чуть-чуть. Вот это прям про Ямаху. Давайте перейдем к следующему нашему мотоциклу, про который хочется поговорить вместе с вами. Ну а если вообще анализировать рынок, то можно понять, что на рынке представлены китайские, японские, итальянские, испанские и австрийские мотоциклы. Австрийские мотоциклы – это пик эволюции. Я бы, наверное, в пищевой цепочке разбил бы так. Австрийцы, виноваты еще французы, итальянцы, испанцы и вот потом, наверное, японцы и китайцы. Но есть на рынке еще и вот такие вот альтернативные реальности. Это электрические мотоциклы, которые представлены 3 компаниями, ну, по крайней мере, такими, знаете, более-менее уважаемые, которые все знают. Это Suron, мотик, который привозят из Китая, и у него там несколько моделей. Мотики, которые делают компания и лаборатория E-Max, это наши российские парни, которые, ну, действительно очень много сделали для того, чтобы сделать хорошие, прогулочные, ну, такие полуспортивные мотоциклы. И компания RAM, вот он, кстати, представлен, друзья. Это мотоцикл, который сделан профессиональным гонщиком, 2-кратным чемпионом, и вот у него есть генетика спортивного мотоцикла. Его можно рассматривать как мотик, на котором хочется ездить, вот такой, знаете, софт-эндуро и какие-нибудь небольшие гонки. А почему я говорю про электрические мотоциклы? Потому что для новичков электрические мотики гораздо проще во всем. Здесь нет сцепления, здесь нет никаких проблем с управлением, он очень интуитивно понятный, обслуживания фактически никакого, не нужно менять масло, не нужно ничего делать. Ты просто сел, включил кнопку и поехал. А примерно у всех у них есть запас хода, ну, там, в районе 100 километров, чего хватает для тренировки путешествия вот так. Техническая грамотность и легкость управления, вот это как раз про эти мотоциклы. Кстати, парни, вот этот мотик можно потестировать, я оставлю телефон внизу. Стоит он порядка 600 тысяч рублей. Вы можете позвонить производителю, поговорить о нем, сесть и даже прокатиться, приехать на тест-драйв. Мне кажется, пришло то самое время, когда электрический мотоцикл уже где-то рядом с ДВСом. Павлуха, недавно тестируя вот этот мотоцикл, приехал к своему другу и говорит: слушай, вот попробуй, посмотри, какой он классный. Он попробовал, прокатился и говорит: блин, знаешь, все круто, но в нем нет как-то души. И Пашка с этим согласился, а потом, рассказывая мне все это, говорит: я еду и думаю, слушай, а что значит нет души? Вот, например, представим себе картину, что люди тогда еще, там, в 17-18 веке, к ним приезжает мотоциклист, а они ездят на лошадях и говорит: слушай, вот на, попробуй прокатиться.
И человек, который ездит всю жизнь на лошадях, садится, пробует и говорит: блин, знаешь, вот он, конечно, классный, ДВС, мотор твой, и вот этот мотоцикл странный, но в нем нет души. Мне кажется, это цепочка и полочка прогресса. Вот в ближайшее время мы все будем ездить на таких мотоциклах, потому что даже серьезные концерны, такие как КТМ, обращают на это дело внимание со своими там электрической линейкой. Мало того, я хочу сказать про себя, у меня 2 автомобиля в семье электрических, и переходил я на эти автомобили, знаете, с хорошего Mercedes AMG купе. И когда я на них перешел, я понял, что я купил не машину, я купил гаджет. Вот это гаджет. Это мотоцикл, который заставляет тебя переосмыслить слово мотоцикл. Поэтому игнорировать точно это не стоит. Ребята, ну, а теперь мы переходим к самому интересному. Давайте с вами поговорим, что такое бета, что такое шерка и что такое риеджо. Итак, друзья, мы с вами сейчас только что прошли этап на китайском мотоцикле. Значит, вы проехали порядка 60-50 моточасов, вы уже четко понимаете, как управлять мотоциклом, у вас есть четкое понимание, что это такое, что такое тормоза, повороты, у вас есть первичные навыки, и вам захотелось чего-то большего. Вот здесь приходит нам как раз на помощь вот эта 3-я ступенечка между вашим нулем и уже желанием попасть в какой-то более-менее хард-эндуро. Чтобы ваше увлечение стало более спортивным, вам необходимо поменять, естественно, мотоцикл. И первый мотик, который я бы, наверное, рекомендовал, да и крайне последний, вот на этом небольшой ступенечке вашего этапа, это мотоцикл Beta X-Trainer. I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Add it up, bankroll. Это удивительный мотоцикл, который был разработан итальянскими инженерами и почти не меняется уже на протяжении многих лет. Мотик, который позволяет вам сделать вот этот этап, вот эту маленькую ступенечку в прохождении вашего пути к совершенству и хард-эндуро. Почему? Потому что Beta X-Trainer – это мотоцикл, который в первую очередь дает вам возможность легко управлять собой и, главное, делать это изи. Знаете, у него очень дружелюбный мотор, хотя он и двухтактный. У него очень маленький вес. Да, в нем есть небольшие косяки, например, там больше 40 километров, там 50 километров на нем ехать становится тяжело, потому что у него есть определенный расколбас, но давайте вместе с вами порассуждаем. Я прямо сейчас, ребят, слышу, как по ту сторону экрана вы говорите: слушайте, да что там 50 километров мы наваливаем по полю, и 90, и 100, и в этом есть кайф. Нет, друзья, как только вы меняете мотоцикл, вдруг у вас меняется и мышление. Мотик заставляет смотреть на многие вещи совершенно иначе. Вы начинаете ездить и переосмысливать вашу езду. Вы уже ищете какие-то более интересные препятствия, вам становятся интересны переставочки, вы вдруг открываете для себя какие-то подъемы и спуски, которые для вас когда-то были недоступны. Вот это все Beta X-Trainer. Это мотик, который многое делает за вас, и мотик такой френдли. Очень рекомендую этот мотоцикл. К сожалению, у нас он здесь не представлен, но был обзор. Ссылочку на обзор оставляю вот в этом углу. Давайте теперь перейдем к более высокой пищевой цепочке. Это мотоцикл Beta RR. К этому же мотоциклу я бы хотел приравнять, наверное, мотоциклы Шерка. И к этому же уровню я бы приравнял мотоциклы Риеджо. Мотоциклы этой категории – это уже профессиональные спортивные снаряды, которые дают вам возможность сделать очень многое. Ну а главное, друзья, очень легко, в отличие от китайцев. Мотоциклы, которые и стоят на порядок выше, и в обслуживании довольно сложны. Давайте быстренько расскажу про свой опыт управления мотоциклом Beta, потому что я знаю, что
наши подписчики следят, и многие просят о том, чтобы я немножко сказал пару слов про этот мотик. Парни, я честно и искренне считаю, что этот мотоцикл скорее более высокое звено пищевой цепочки, чем переходная модель между китайцем и австрийцем. Это мотик, который требует от тебя более высокого уровня управления, чем, например, австриец. Хотя очень многие покупают этот мотоцикл ровно после того, как поездят на китайце. Этот мотоцикл сложнее в управлении. В нем все гораздо сложнее, и он для того, чтобы ездить и получать удовольствие от этого мотика, нужно более высокий скилл. Почему? Вот вам просто банальный пример. Мы были на треке Sea to Sky, это профессиональная гонка уровня мирового класса. И так получилось, что я вел там группу. И я был, естественно, на бете. Я заезжал препятствия на бете, и потом спускался, заезжал за парней эти же препятствия, эту же траекторию на австрийских мотиках. К моему удивлению, парни, вообще конца не было. Потому что то количество сил, которые я тратил для того, чтобы заехать на бете, и то количество сил и кайфа, которые я получал от езды на австрийском мотике по этой же траектории, оно просто там огромнейшая яма. На этом мотоцикле нужно уметь ездить быстро, понимать, как ты ездишь. На этом мотоцикле нужно многое знать перед тем, как на него садиться. Надежность у мотоцикла тоже страдает. И хотя вот я уверен, что сейчас ребята, которые ездят на бете, начинают кричать о том, что ты просто неправильно ее обслуживаешь. Есть такой момент, что бытоводы, у них мотоциклы не ломаются. У них мотоциклы ломаются только в том случае, если ты сам их сломал. Ну, друзья мои, мы живем в 21 веке, слава богу, есть выбор, слава богу, есть возможность на это смотреть более рационально. Поэтому я вам скажу, все это вранье. Бета ломается. Ломается часто. У нее есть проблемы с запчастями, у нее есть сложности с обслуживанием определенных узлов, у нее есть большая рекламация, количество рекламаций. И это прям факты, которые есть. Если сравнивать их в ценовой категории, австрийцы и мотоциклы бета, то они где-то процентов на 20, 25, 30 дешевле. Парни, они не стоят этого. Если вы возьмете австрийца, на нем все гораздо приятнее делать. Вы будете понимать для себя, что это все-таки в первую очередь мотик, который топовый. Это кайф. И, кстати, очень многие новички, даже у тех, у кого есть деньги, я бы не советовал покупать мотоцикл сразу какой-нибудь дорогой импортный, типа австрийского, итальянского, там, французского, потому что в первую очередь, парни, вы должны научиться ездить. Вы не поймете, для вас это будет, наоборот, еще больше напряжения, еще сложнее. Поэтому мотик все-таки стоит начинать с низов и с поменьшей кубатуры. Перейдем к мотоциклу Шерка. Мотики прекрасные. Они применяют огромное количество инновационных решений, ну а главное, друзья, это мотоциклы, которые имеют, наверное, один из самых лучших моторов на рынке, четырехтактных, это Шерка 300. У них очень удачная Шерка 300 2T, это двухтактный мотор, но, к сожалению, в России его фактически невозможно купить. Дилерство налажено никак, запчасти фактически не купить. Есть вторичный рынок шерок. К сожалению, попадая в этот капкан, покупая этот мотоцикл, если вдруг у вас сложилась какая-то ситуация, у вас мотик сломался, вы встаете минимум на 3, 4, 5 месяцев. И поэтому, наверное, шерку я вообще бы не рассматривал. Есть еще такие мотики, как Риеджо. Это мотоциклы, или Риеху правильно, поправьте меня в комментариях. И это мотоциклы испанского бренда с генетикой реального мотоцикла. Это скорее, знаете, такой старый ГАЗ-ГАЗ. Не тот ГАЗ-ГАЗ, который перешел в КТМ, а вот все те технологии, наработки, которые остались в старом ГАЗ-ГАЗе, перешли в Риеджо, они их выкупили. Ну, точнее, санировали, если быть правильным. Мотик
прекрасный. Но опять же, с технологиями 2014 года, у него даже, знаете, стартер от того старого КТМ, который мы с вами знаем уже давно. Поэтому, да, они дешевле, да, они есть на рынке, но все-таки я бы тоже не рассматривал их. И теперь перейдем к самой высокой, так сказать, грани пищевой цепочки. Это мотоциклы австрийского производства, в которые входят в концерн КТМ, ГАЗ-ГАЗ и Husqvarna. Это мотики, в которых фактически все идеально. Да, у них есть небольшие проблемы, что касается TPI, потому что у них стоит инжектор. Да, к нему нужно привыкнуть, но когда вы садитесь на этот мотоцикл, вы получаете огромное удовольствие, кайф и легкость управления. Вам доступно становится все. Как они сделали такой гармоничный мотоцикл, для меня до сих пор остается загадкой. Давайте вместе с вами сейчас подведем небольшие итоги. Если вы новичок и у вас вообще нет мотоцикла, то я все-таки рекомендовал бы вам смотреть в сторону китайцев. Поездите 30-50, максимум 60 моточасов, продадите его за что купили, и слава богу. Научитесь ездить, купите себе хорошую какого-нибудь бету, X-тренер и начнете уже штурмовать мощные горки. Хотя и на китайцах это можно сделать, только просто сил нужно чуть больше. Если вы человек, который уже ездит на мотоцикле, предположим, на китайце, то опять же, если хотите открыть для себя, так сказать, новый мир хард-эндуро, то рекомендую вам, конечно же, смотреть в сторону альтернативной реальности типа беты, шерки, риеджо. Если у вас есть возможность сразу выложить 1 000 000 рублей, самое лучшее, что сможет с вами случиться, это ездить на австрийском мотоцикле, в который входит ГАЗ-ГАЗ, Husqvarna и КТМ. Парни, у нас остается буквально неделька до старта на Романьяк. И знаете как, для того, чтобы наш сейчас с вами был разговор не монологом, обязательно, пожалуйста, напишите свои комментарии, где я прав, где не прав, может быть, что-то нужно добавить. А нам же пожелайте успеха, потому что мы едем снимать одну из самых лучших гонок в мире. И надеемся, мы снимем ее хорошо, качественно, как обычно. Спасибо, ребята, вы были на канале Все в Эндуро. Всем мир, гоняйте эндуро, неважно, на чем вы ездите, побольше открывайте газ, побольше улыбок на лице и только вперед.